Всем привет! Ну что, мы возвращаемся обратно в Сумеру, где у нас день сурка, где мы пытаемся спасти Дуньерзаду, и мы впервые встретили Хихиду, а именно Нахиду. Вот, но сначала, пока все собираются, пока все это происходит, мы быстренько сходим в Манштадт, выполним дейлик. Что-то еще хотел, но я что-то совсем забыл. А еще у меня в планах сходить в бездну и в театр, но уже не на этом стримчике, наверное, потому что нужны примагемчики. Райден уже скоро закончится, а у меня еще и не гарант, и походу останусь я без Райден. Так, вкусняхи забираем. Сколько у меня есть круток? У меня есть 4. У меня 6 круточка. Вот так вот. Вот. У нас есть 6 круток. Откручено у меня как? Рейка, привет! Все нормально, как твои дела? Так, у меня откручено почти 60. Всем куси, я знаю, что ты забыл. Ты забыл выполнить дейлик в Ливе. Не было такого. Не было такого. Почему ты меня булишь? Так, слаймы. Не понял. Зло. О, сюда. Защитите монолит артерий земли. Это не то. Это то? Это то? Серьезно? Или это уже не сюжетное что-то? Непонятно. Дима, привет! Хорошо дела, Тенры. А где озвучка? Это сюжетный стримчик. Здесь озвучки не будет. Покемон, привет. Вчера видел кипиш с упорчиком. Мику что, забулили? Да, Мику булил упорчик прям весь стримчик. А это точно сюжетная штука? Пацаны, вы точно сюжетные пацаны? Давайте так вот сделаем. Ой-ой-ой, беда. О, беда. Можно паузу? Спасибо. Так, мне нужно вот так, вот так. И где она? Вот. Нет, вот. Вот так. Тендер, привет. Покажи персонажей, пожалуйста. Привет чуть-чуть попозже. Райка говорит, а почему, кстати, вчера был стрим Молчанка, у тебя что-то случилось? Ну, так получилось. Епли говорит, а почему? Это что-то значит? Епли говорит, кстати, кусь всем. Да, засранец. Куси. Тихо, 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 тихо. Кто? Я думал, сейчас на 100% завершу, а эти лучники все испортили. Победите. Серьезно? А где мой сюжет? Спасибо за подписку. Короче, вчера я заходил в Геншин, ну, собрать примагемы, БП и так далее. Покемон говорит, а где топ лайков? Был квест заново. Явно автор геймер топ говорит. Лайков есть. Тенра, здравствуй. Здравствуй. Что я говорил? Я что-то говорил. Эндрюс говорит, кусь и была опять Адели. будут по кругу идти. Не-не-не, был квест продолжения с вот этой девочкой Аделиной. Я не помню. Райка говорит, а где точка моя вечная подруга? Анамика и Нуна, а также Пими. Я не знаю. Так, мы идем в Сумеру. Идас говорит, Тенра, не хочешь задание с аранарами проходить? Я не знаю, кто это, но я вот иду пока сюда. У нас сегодня день сурка, в котором мы застряли в прошлый раз. Да, вот оно сразу началось. Ой, Пайман так много спала. Почему же чувствует себя такой усталой?
Ну ничего, пойдем в Дунерзаде. Так. Так, давайте, я не знаю, у меня что-то немножко руки чешутся, я заново включу. Хиличурлы пугало разбить. Это круговой делик. Я не знаю, она может что-то другое скажет. Ладно, ладно, все, я поменяю делики, отстань. Так, погнали. Как говорится, Райден приди. Самибоди Ф. Орхуху говорит: «Привет, Тенра, жест приветствия». Клятва стрелка. Райка говорит: «Ох, Люмин так мило подтягивается». Калуин, Калуин. Дас говорит: «Короче, холодное лезвие. пройди задание «Дети леса». Оно одно из самых долгих заданий в Геншине и очень прибыльное интер». Явно автор геймер говорит: Меч драконьей «Райден, крови. давай покажи свою грозность». Покажи Анжелик свою говорит: душу «Привет». нам. Привет. Лук ворона. Пожалуйста. Ну да, пошел я нахрен. Спасибо за подписку. Эндрюс говорит: О, «Неужели?» Тома пес. Ура. Райка говорит: «Райден, выпади». Эндрюс А говорит: всё, «Дожали, забулила. ахах». Рогатка. По итогу что? По итогу ничего. Ба-ба-ба-ба. Секунду. И тут забулили. О, люблю Геншин. Явно Клятва автор геймер стрелка. говорит: «Райден вместе с я». Булят. Да. Зато у меня теперь есть еще один пес. Райка говорит: Где он? «Короче, фиг вам, хах». Эндрюс говорит: «Не Вот. выпадет Райден, выпадет Скирк». Ну, как бы, я не знаю. Хотелось бы Райден. Это первый персонаж, на которого я очень сильно отреагировал, когда зашел в Покемон Геншин. говорит: «Где топ лайков?» А я не понимаю, почему он не работает. Вы что, его сломали? Вам не стыдно? Эндрюс Топ говорит: лайков. «Кстати, качай этого пса. Этот пес лучший взрыватель бутонов». А так он никак. Покемон говорит: «Это к порче все». Я не понимаю. Покемон говорит: «Упорчик». Явно автор геймер говорит: Эндрюс, он еще ее не видел. Она только в фонтейне появится, и то на пару минут. Ну, я видел ее Кейс говорит: в «При ТикТоке. что за комплектующие?» По ссылке в Айдас шапке говорит: профиля. «Задание с аронарами открывает 2 локации». Хорошо. Так, ладно, все, пойдемте к Дунерзаде. Это, я напомню, уже 3-й или 4-й ран наш физический, и мы уже сделали очень много ранов вне всего вот этого, то, что нам показывали, там уже 100 раз мы бегали, все это делали. Я думаю, что у меня неправильно показывает, у меня не тот квест выбран. Куда идем? Куда? Вниз прям? Угу. Блин, надо же было просто сбежать вот тут по лесенке. Доброе утро, Дунерзада! Извини, мы задержались. Да нет, это я слишком рано пришла. О, у тебя голос какой-то уставший, ты плохо спала? Я в порядке, не волнуйтесь. Идем? Сначала пройдемся по лавочкам с этой стороны. Хорошая идея, пойдемте. Путешественница. Эй, путешественница. Какой сильный дежавю. Если бы не госпожа Дунерзада, то дети бы не увидели Сабзерус. Кстати, насчет сладостей, Ковбик. У меня тут несколько коробок, выберите одну. Так коробки одинаковые. И как Пайман должна выбирать? В этом весь интерес. В каждой коробке разный вкус. А что вам попадется, зависит от вашей удачи. Есть со вкусом фиалковой дыни, фрукта хара и закатника. Все такое вкусное. А еще есть со вкусом хвоста ящерицы и аникабута. А? Что это еще за вкусы такие? Пусть путешественница выбирает. Пайман хочет с закатником.
Ладно, тут 5 коробок, слева направо, от 1 до 5. Какой номер ты выбираешь? 4. О, а мне нравится твоя уверенность в себе, ни капли сомнения. Ну что ж, поздравляю, 4-й номер со вкусом закатника. Да, все это мы уже проживали. И не раз. Ого, выбор 5 кнопок, все 4, да. Пайман ни капельки не хвасталась, когда говорила, что путешественница очень удачлива. Первая коробка со вкусом хвоста ящерицы, вторая со вкусом фрукта хара, третья с фиалковой дыней, 5-я с аникабута. Эй, другие вкусы Пайман не интересуют. Стой, откуда ты знаешь? Неужели тебе известны вкусы во всех коробках? Что? Она все вкусы угадала? Это же не совпадение, да? Как такое возможно? Конфеты я еще утром по коробочкам разложил и больше не открывал. Ты никак не могла знать заранее. Ты читаешь мысли? Видишь сквозь предметы? Что за магия? Вот так чудеса. Путешественница, а ну-ка объясняй, Пайман. Давно у тебя такие суперспособности? Путешественница! Подождите, я что, сломал квест? Мы вот именно вот уже вот эту цепочку, мы ее уже пережили. Я так понимаю, когда я вышел в прошлый раз из игры, я прервал цепочку и меня заново засунули туда. Походу, беда. Эй, ты куда? Ладно. Ладно, там вроде недолго было. Что случилось? Ты что-то видишь? Мы не можем уйти, а не попрощавшись с Дуньерзадой, это грубо. Да, я еще с ней не могу разговаривать. Так и было. Ладно, сломал немножко, бывает. Чуть-чуть обидно. Я могу скипнуть диалоги, конечно, так как мы их уже как будто бы читали. Не-не, это оборвался квест. Это оборвался, да. Мы просто именно вот это, мы сейчас, грубо говоря, мы сейчас увидим первый раз Нахиду, хотя в конце прошлой серии мы ее уже видели. Ну вот это было. Немножко сломал квест, поэтому беда. И чат меня не предупредил. Что ты ищешь? Зачем мы сюда пришли? Знакомый силуэт и сильное чувство дежавю. Путешественница? А он Хихида. Вон там. Это же... Мидас, пожалуйста, не пиши капсом. Выключи капс, чтобы тебя не забанили. Здрасте. Ты сам быстро нажал им, и мы сказали, что ничего не произойдет. Да, было дело. Но я не думаю, что кто-то из вас знал это. Смотри, это же Дуньерзада! Что? Она же только что была с нами. А как же так? Откуда взялась 2 Дуньерзады? Ты уже поняла, что это не первый твой Сабзерус, не так ли? Это подозрительно. Уверена, ты знаешь, как этим пользоваться. Капсула знаний? Откуда это? А что внутри? Ты тоже воспользуйся, Пайман. Ой, откуда ты знаешь, Пайман? Давай вместе, Пайман. Пайман немножко тревожно, но Пайман чувствует, что мы поступаем правильно. Да, все это мы уже переживали. Что? Воспоминания за множество дней. Это наш 20-й Сабзерус или даже 30-й, 40-й. Сколько же Сабзерусов мы отпраздновали?
Мы застряли в одном дне, и если бы не ты, мы бы даже не узнали. Что же внутри капсулы знаний? Воспоминания. Еще немного запутанные, да? А ну-ка вспоминайте хорошенько. Это не первый наш разговор, и я уже все вам объясняла. Дай подумать. Значит, эта капсула знаний лишь способ показать нам воспоминания, а на самом деле наша память ожила из-за встречи с тобой. А как же другие люди? Почему ты только нам помогаешь? Ваше чувство дежавю сильнее, чем у других, верно? Если вам нужно объяснение, вы благословлены силой Дендра, поэтому ваши тела особенно чувствительны. Это как будто тонкая бумага отделяет ваше сознание от воспоминаний. А что не так с Дуньярзадой? Какой знакомый вопрос. Ты уже 7-й раз спрашиваешь. Как видишь, она очень слаба. Наверняка вы обратили внимание, что нынешняя Дуньярзада отличается от той, что вы встретили в начале. Перед вами первая, и времени у нее осталось немного. А так мне сейчас надо вырваться из круга? Кажется, в голове у тебя уже все встает на свои места. Кстати, меня зовут Нахида. Я знаю, ты уже говорила. Хорошо, проверка пройдена. Что происходит? Ой, извините, что я зевнул. Ты можешь вернуть нам память? И кажется, знаешь, что вокруг творится. Погоди, только не говори, Паймон, что ты даже знаешь правду. В этом мире движется все по кругу. Это называется сансарой. Все мы застряли в сансаре одного дня. А правду вы должны найти сами. Если вы ее осознаете сами, если вы ее не осознаете сами, а вам кто-то расскажет, это сильно ударит по вашему рассудку. Из-за последствий я не ручаюсь. Я немногим могу вам помочь, дать крупицы информации или малюсенькие подсказки. В остальное время я буду изо всех сил пытаться замедлить болезнь Дуньярзады. Ей совсем нехорошо. Как будто бы с каждым сабзерозом ей все хуже. Возможно, я смогу спасти ее, если мы вырвемся из этой сансары. Но сейчас она всего лишь маленькая птичка в небе, которая вот-вот потеряет свои последние перья. Все, что я могу сделать, это поднять ветер, чтобы замедлить ее падение. Какие странные у тебя сравнения. Сравнение — прекрасный инструмент. С ними ты можешь использовать известное, чтобы понять незнакомое. Итак, с учетом полученных вами сведений, как вы теперь думаете, в чем правда? Дайте-ка собраться с мыслями. Да, вот это мы уже все читали, мы и так это все читали, но вот это мы прям читали, я помню, как это работает. Отпусти меня. Давайте все равно трактовать снова. Смотрите, в прошлый раз, я думаю, что здесь нельзя выбрать правильный ответ, потому что в прошлый раз мы выбрали временную петлю. Трактовать. Мы уже много раз переживали Сабзерус. Кажется, праздник попал в бесконечную сансару. Это буквально то, что сказала сейчас Нахида. Великий мудрец сказал: празднуй день рождения богини только сколько угодно. Стоит ли за этим нечто большее? Итог алхимического гадания. Луна, иллюзорность и обман. Что же это все означает? Давайте вот это подать заключение. Не так. Нам нужно все хорошенько обдумать. Мне по-любому надо вот это сказать. Все, я понял. Ну, я все протыкаю. У меня нет выбора. Тут она супер линейная, нельзя ответить сразу про... Да. Окей. Временная петля. К сожалению, ты уже давала этот неправильный ответ. Как же неправильный? А вот Паймон кажется, что все логично. Такое ощущение, что время зациклилось в одном и том же дне. Простая временная петля не объясняет некоторых вещей. Вам все еще не хватает информации, но, к сожалению, больше подсказок я вам дать не могу. Дуньярзада!
Хотя мы каждый день возвращаемся в Сабзерус, нельзя тратить время впустую. Поспешите и узнайте правду до конца сегодняшнего фестиваля. Окей. Я-то думал. Ты на это еще можешь за вчера... Да. Давай-ка подумаем. Если мы хотим спасти Дунерзаду, мы должны найти способ выбраться из сансары Сабзеруса. А чтобы мы могли выбраться, нужно узнать, что происходит, то есть правду. Раз Нахида говорит, что это не временная петля, то наверняка мы что-то упустили, да? Пайман помнит, что мы уже так много раз делали. Ну давай снова поговорим с людьми. Все лучше, чем сидеть на месте и ломать голову. Давай начнем с владельцев лавочек. Давай. Так, ну что? Куда мы идем? Владельцы... Да ладно, мы своим пешком дойдем. Так, Тенра вернулся голос кайфовый, здрасте. Так, ну, я с тобой согласен, что он нам говорит? Капец, меня этот день сурка душный был. Почему? Чужой привет. Привет, дядюшка! О, снова вы. А где начитанная барышня? Она приболела. Ясно. Так вы хотите что-то мне купить? Я могу заверить вас, что все мои продукты свежайшие только вчера из леса. Спасибо за подписку. Скоку-скоку. Пошел тренд опять. У меня ак заблокировали. За что? Так, а у тебя в последнее время не возникало странных ощущений? Ты не чувствуешь, будто застрял в одном дне? А? А почему ты спрашиваешь? Вчера я вернулся из леса, а сегодня я продаю товар. Что ж тут странного? Ну, ты подумай хорошенько. Действительно ли вчера было вчера? Правда ли ты вернулся из леса именно вчера? Что за философский бред? Вы на ходу спите и сны видите, что ли? Тогда вам следует знать, что нам с умерцем сны не снятся. Идите с кем-то другим, делитесь своими грезами. Возможно, возможно, в этом что-то есть. А может быть, нам все это снится? А он же сказал, что с умерцем сны не снятся. Верно. Это так странно, что сумерцы не могут видеть сны. Но почему? В любом случае, если бы это был сон, мы бы уже давно проснулись. Пойдем еще кого-нибудь спросим. О, это вы! Мое предсказание оказалось точным, и вы пришли меня похвалить? Да, с чем-то подобным мы столкнулись, но вряд ли это связано с твоим предсказанием. О, я так и знал! Я говорил, что божественные предсказания очень точны. Вы просто еще не до конца поняли значение. Эй, гляди-ка, как воодушевился. Вот мы и пришли, чтобы ты помог нам понять. Помочь вам понять. Ну, я не силен в этом. Хочешь сознаться, что ничего в этом не смыслишь? Что у вас случилось-то? Мы застряли в дне Сабзеруза. На самом деле ты уже много раз нам судьбу предсказывал. Что? Погодите. Я-то думал, вы кошелек потеряли, или вас кто-то надул. А вы говорите... Вы это серьезно? Это случилось на самом деле? Пайман так и знала, что ты не поверишь. Поразительно. Просто поразительно. Я верю вам. Я помню, вам выпала луна. А это иллюзорность и обман. Это и правда похоже на предзнаменовение. Тебя послушаешь, и кажется, что предсказание действительно связано с происходящим. А ты можешь дать нам еще толкований? Я думаю, откровение, посланное Архонтом, лишь туманные подсказки. Нам смертным больше недоступно. В книге лишь говорится, что если вы доверитесь своей интуиции и преодолеете страх в своем сердце, солнце обязательно взойдет на небосклоне. Вот как. Пайман думает, что предсказание — это просто предсказание. Оно не решит проблемы. Мы так ничего и не добились. Кого бы нам еще спросить? Давай еще раз поговорим с Дэхей. Ой, Пайман помнит, что мы уже пару раз пытались, и она все время думала, что мы ее разыгрываем. Думаешь, она и сейчас от нас отмахнется?
Она очень беспокоится о Дуньярзаде, мы попробуем показать ей настоящую Дуньярзаду, извиняюсь. И правду, Дехия ведь наемница, и она очень ответственная. Так она точно нам поверит. Сейчас она только отбилась от похитителей. Пойдем ее разыщем. Давай, давай. Так, пойдемте, вот она. Со мной все в порядке, госпожа. Это просто царапина. Мы не ошиблись во времени. Вы обе здесь. Пайман и путешественница. Вы как раз вовремя. Знаете, тут сейчас такое было. На вас напали похитители, ты только что расправилась с похитителями. А? Так ты видела? А почему не показала сразу? Если бы кто-то охранял госпожу, у меня были бы развязаны руки. Ладно, можешь сделать кое-что для меня. Спасибо за подписку. Ты хочешь, чтобы путешественница проводила госпожу отдохнуть, пока ты проверишь, не осталось ли бандитов рядом? Пайман правильно поняла? А откуда ты знаешь, что я собиралась сказать? Нам нужно сказать что-то крайне убедительное. Дехия попала в свой... продала свой двуручный меч, чтобы достать денег, и она была ранена, потому что не привыкла к своему новому оружию. Вот! Тебя ранили, потому что ты еще не привыкла к своему новому мечу, ты продала свой старый меч, чтобы помочь в организации праздника. Я этого никому не говорила, даже госпоже. Вы не можете этого знать. Вы эти слова словно у меня с языка сняли. Как такое может быть? В общем, дело такое. Вы все рассказываете Дехи. И вы хотите, чтобы я вам поверила. Знаете, мы в пустыне. Может и не блещем эрудицией, но здравый смысл у нас есть. А ты не заметил, что Дуньярзада немного изменилась? Она все время молчит, ничем не интересуется и очень грустная. Верно, она переменилась, но... Я слышал от родителей госпожи, что сначала она и была такой. А? Сначала? Я не понимаю, о чем вы. Я пойду передохну вон на той скамейке. Давай, давай. Госпожа, вы злитесь. Идем со мной, я покажу тебе доказательства. Ладно, раз уж вы знаете о моем мече, то, возможно, говорите правду. Только давайте быстро, здесь может быть небезопасно для госпожи. Пальчиками, не пальчиками натыкала. Ой, ты молодец, пальчиками натыкала. У всех такие пальчики. Так, Бабаба. Где? Ладно, пройдусь пешком. Пути. Скоку. Коровка, да куда ты открываешь двери, алло? Можно я попью? Нахида, а мы не одни, ты занята? Кажется, я уже вам говорила, что нет смысла кого-то приводить. Нет, мы просто хотели показать ей настоящую Дуньярзаду. Настоящую Дуньярзаду? Где? И с кем ты говоришь? А? Я же сказала, что вы особенные. Другие не видят ни меня, ни госпожу Дуньярзаду. Ну вот, мы психи, получается. Она почувствует. Дехия чувствует. Постойте, неужели там? Ты видишь ее? Какое мощное восприятие. Неужели антенки невидимые... отрастила. Там же госпожа Дуньярзада. Дуньярзада лежит, да? Что с ней? Она в тяжелом состоянии и почти утратила сознание. А ты откуда знаешь, что она тут? Я чувствую ее присутствие. И кажется, она сожалеет или расстроена. Что же случилось? Теперь ты нам веришь? Сабзерус все время повторяется. Вы, Дехия, которая наконец все поняла, обсуждаете проблему. Поэтому ты подозреваешь, что это дело рук мудрецов? Да, мы с мудрецами вечно на ножах. Не удивлюсь, если они нарочно с помощью Акаши зациклили Сабзерус для своих козней.
Неправда. Кроме дендрархонтов Сумеру, только мудрецы из Академии способны на такое. Неужели Акаша это нечто большее, чем то, что нам известно? Нахида, а ты можешь... А у нее, кстати, нет Акаши. Ты можешь нам что-то рассказать об Акаше? Точно, ты ведь пробудила нашу память с помощью капсулы знаний. Наверняка тебе известно, тебе известно об Акаше. Акаша работает с помощью сердца Бога. Она воплощение силы божества мудрости. Она объединяет мудрость всего народа и наделяет людей знаниями. Сердце Бога? Значит, Сумеру сердце Бога используют для управления Акашей? Теперь понятно, почему она такая волшебная. Так, это ваша Нахида. Что она говорит? Она говорит, Акаша работает с помощью сердца Бога. Она воплощение силы божества мудрости. Она объединяет мудрость всего народа и наделяет людей знаниями. Конец цитаты. Объединяет мудрость всего народа и наделяет людей знаниями. Погодите. Что такое? Наделяет людей знаниями. Это я могу понять, ведь люди всегда получали свои знания из Акаши. Но как она объединяет мудрость всего народа? Это значит, что мудрецы умеют помещать знания в Акашу? Ой, извините. Просто Мика, привет. Кунай Хакуда. Схожи? Схожи? Что значит схожи? Доброе, хорошего стрима. Вот смотрю, мне кажется, что мы в Икейдехе чем-то схожи. Согласен отчасти. Так, ба-ба-ба-ба. Знания Акаши появляются из Инмерсуля. Похоже на то, что... Похоже на то. А ты что думаешь? О, опять. Так странно, что сумерцы не видят сны. Так странно, что сумерцы... Алло! Нахида сказала, что Акаша работает с помощью сердца Бога. Она воплощение силы божества мудрости. Она наделяет мудрость всего народа и наделяет людей знаниями. Объединяет, простите. Нахида сказала, что Акаша работает с помощью сердца... Да, алло, господи! Мой мозг так устал, хотя я не так уж и много думала. Что происходит? То, что происходит со мной сейчас, кажется, уже случалось раньше. Это чувство становится все сильнее и сильнее. Я думаю, вот это. Мозг устал, хотя не так уж много думала, что происходит. Так как они управляют это, к примеру, с помощью Акаши, дни на самом деле физически происходят. То есть в реальном мире, допустим, за пределами у тех, у кого нет Акаши, они живут обычной жизнью. У них там было 1, 2, 3 число, а у нас мы зациклились на 1 числе, и как будто бы проблема в этом. Мозг устает, потому что мы каждый раз это дело переживаем. Хочешь сказать, Акаша истощает разум. Если прислушиваться к ощущениям, я чувствую, какой-то тяжелой стала моя голова. Я помню, когда люди пустые не стремились к знаниям, мудрецы говорили, за знания нужно платить свою цену. Неужели объединенная мудрость народа означает, что Акаша работает в обратную сторону и вытягивает мудрость из наших голов? Но как она это сделала? Кто же знает. Но если она может поместить наши знания в голову, то, конечно, может наложить руки на ваш разум, так ведь? Подробности нам неизвестны. А зачем все это? А ты подумай, если объединить мудрость всего народа Сумеру, то можно использовать Сумеру как гигантский разум. Так, секунду. Вы сейчас задание легенд проходите? Нет, это основной сюжет Сумеру. Использование такого разума даст новые результаты в вопросах, над которыми бились величайшие умы. Потрясающее умозаключение, особенно в сравнении Сумеру с гигантским разумом. А мне нравится. А тогда нам нужно поскорее снять с нас терминал Акаши. Это же решит проблему, да? Стоит попробовать, боюсь, не все так просто. Стоит попробовать.
Задела. Я же только для виду его носила. У меня и в мыслях не было, что мудрецы устроят такое. Я должна найти доказательства и всем рассказать. А все снимают терминал Акаши. Как вы? Кстати, я еще кое-что заметила. А? А о чем ты? Кажется, что в конце каждого дня мы слышим звук бип. Да, и Пайман знает, о чем ты. И Пайман знает, о чем ты, серьезно. Это как будто такой мягкий бип из терминала Акаши. Бип. Может, это сигнал, что Акаша работает? Такой же звук я слышала в Порт-Ормосе. Это же очень важная зацепка. У нас не было терминалов, но мы все равно слышали звук. Бип. Здрасте. Путешественница, ты слышала? Я тоже слышала, и нам это не показалось. Только что пикнуло у меня прямо в голове. Почему экран темнеет? Но мы ведь сняли терминал Акаши. Так же? Видимо, нет. Может, мы это сделали во сне, либо нам внушили. Время выполнения фазы превысило ожидаемую продолжительность. Возможны жертвы. Но мы не можем остановиться на достигнутом. Может быть, Абаба? Что происходит? Мы живы? Это уже день опять. Пайман все вспомнила. Хорошо. В этот раз вы быстро сообразили. Вчера вечером. Да, мы же сняли терминал Акаши, а все равно услышали ее звук. Почему так? Мы еще один полный день, получается, прожили. В нас встроен еще какой-то терминал Акаши. Мы только думаем, что сняли терминал. Вот я думаю, что мы только думаем, что мы сняли терминал. Но теперь мы точно можем сказать, что Акаша как-то связана с тем, что завлекло в нас в ловушку. Пайман не понимает, зачем Акаше так делать, если ей нужна мудрость людей. Но мышке на лабораторном столе крайне сложно получить информацию о том, почему с ней так обращаются. Мы не мыши, а то... Что? Если мы мыши, то кто-то... Тогда ты, Нахида, ты никогда нам ничего о себе не рассказывала. Я Луна. Луна? Это что-то... Подождите. Это то, что нам нагадали? Значение того, кто я такая, не приблизит вас к правде. Так что сосредоточьтесь на другом и не упустите какую-нибудь важную подсказку. Ну ладно, раз Дехия вчера нам помогла, мы могли бы сначала встретиться с ней. Сейчас как раз самое время появиться похитителем. А вот вы где. Я уже разобралась с бандитами. Госпожа, вы не ранены? Погодите, что-то тут не так. А? Дехия? Опа, на чё? Что? Почему вы на меня так смотрите? В этот раз у тебя не ранили? А? В этот раз? И почему это меня должны были ранить эти несколько бандитов-недоучек? Ты ведь еще не привыкла к новому мечу, да? Ты обычно немного царапалась. Откуда ты знаешь про меч? Я никому не рассказывала. Смотри, не проговорись госпоже. Значит, Дехия ничего не помнит, да? А в этой битве тебе ничего не показалось странным? Странным? Ну, например, вы знаете, что я поменяла меч, но почему-то новое оружие кажется мне очень привычным. Как будто с ним я уже прошла через множество битв. Она за это время к этому мечу, к новому, уже привыкла. То есть, хотя ты не помнишь, что сражалась им, но твое тело все помнит, да?
Именно. Для наемников и воинов очень важна память тела. На одной теории далеко не уедешь. Путешественница, что ты думаешь? Может, потому что мы вчера сняли терминалы Акаши? Такого раньше не случалось. Да, у Пайман появилась надежда. Может, мы уже выбрались? Да, в этой сансаре такого не случилось. Посмотрим, как день закончится. Я не понимаю, о чем вы, но здесь все еще опасно. Опасность еще не миновала. Поэтому ты хочешь, чтобы мы отвели Дуньерзаду отдохнуть. А ты пока проверишь, не осталось ли других бандитов, правильно? Откуда ты знаешь? Ты мысли умеешь читать? Неважно, делай, что нужно тебе, что тебе нужно. Угу. Ты зря Кусь. Всем Кусь. Всем привет, Скай, привет. О, наконец-то вечер. Дэхи не была ранена, но больше ничего не изменилось. Послушай, Нахида, мы заметили, что сегодня Дэхи не получила ни царапины в битве с похитителями, а ведь они всегда ее ранили. Как думаешь, мы выбросились из сансары, мы спасли Дуньерзаду? Да, но прогресс определенно есть. Вам стоит хорошенько отдохнуть этой ночью. Эй, что за непонятный ответ такой? Всем известно, что завтрашний день наступит, но наступит ли он на самом деле, можно узнать только завтра. Сколько раз прошел сегодняшний день? Возможно ли, чтобы за сегодняшним днем последовал вчерашний? Разве слово «завтра» не выдуманное понятие? Или, возможно, весь мир — это ложь, а история всего мира — один бесконечный Сабзерус? Хватит! У Пайман мозг уже устал! Вот и не трать сегодня свою умственную энергию на то, чтобы узнать... что узнаешь только завтра. Отдохните хорошенько. Например, сходите в уборную и смойте свои тревоги. А? Погоди, что ты сказала? Пайман не ослышалась? А? Ну, после уборной люди чувствуют облегчение, вот я и вам советую. Что-то не так? Уф, это настолько странно и лишено здравого смысла, что у Пайман нет слов. Ты была такой... экзистенциальный... Что? Экзистенциальный минуту назад. Ну тогда пойдем отдыхать. Да, хоть на Сабзерус каждый день очень оживленно и весело, но такое чувство, что мы очень долго не отдыхали. Давай вернемся в нашу комнату. Бип. Продолжим сбор. По сравнению с тем, чего мы должны достичь, эти жертвы ничтожны. О, засранцы. И снова тот же день! Кажется, будет не так просто, как мы думали. Нахида! Ты ведь знала вчера, что сансара Сабзеруза никуда не денется. Почему ты нам ничего не сказала? А зачем? Чтобы вы зря провели ночь в тревоге. Завтрашний день все равно бы не наступил. Наоборот, этот короткий миг надежды позволил вам расслабиться, а это редкая возможность. Может быть, у вас и в головах что просветлело. Так значит, Нахида, ты заботилась о нас? Конечно. Вы все, что у меня есть. Вы все, что у меня есть. По крайней мере, сейчас. Пайман лестно и все такое, но, может быть, ты слишком торопишься? Я имела в виду, что, хотя и прошу вас разгадать эту загадку, только вы меня можете видеть и почувствовать. Иначе говоря, если бы не вы, то меня бы и не существовало, поэтому вы все, что у меня есть, понятно? Нахида снова так неприятно говорит, непонятно так говорит. Все, довольно болтовни. Путешественница, есть ли у тебя новое понимание ситуации? Если принимать во внимание вчерашние подсказки? Временная петля — это ошибочное умозаключение. Ой, а почему ты так отказалась от прошлой теории? Дэхи каждый раз сражается все лучше. Состояние Дуньерзады ухудшается. И то, правда. Ведь верно.
Мы раньше не обращали на это внимания, но временная петля должна сбрасывать состояние тела. И какая ваша новая теория? Луна, иллюзорность и обман. Что же это все значит? Наемники... Ой, что происходит? Наемники же полагаются на память тела. Вот почему Дэхи смогла использовать свой опыт и избежать ранения. Звук бип извещает об операции Акаши, и мы слышим его каждую ночь. Хотя мы сняли с себя терминалы. Звук бип извещает об... Да, ба-ба-ба-ба-ба. Нахида сказала, что Акаши работает с помощью сердца Бога. Она воплощение силы божества мудрости. Она объединяет мудрость всего народа и наделяет людей знаниями. Мы уже много раз переживали Сабзерус. Кажется, праздник попал в бесконечную сансару. Так, телесная память. Кажется, что-то не сходится. А я не могу заново, да? Да. Если все наши воспоминания о дне будут стерты в конце этого дня, то мы невольно будем переживать один и тот же день снова и снова. А мы не во временной петле, а наши воспоминания стираются каждый день. Точно! Этот бип каждый вечер говорит о том, что наша память стирается. Вот почему после пробуждения все думают, что Сабзерус еще не состоялся. Хотя завтра уже наступило. Все думают, что это еще вчера. Но память тела невозможно стереть, поэтому Дэхи все лучше и лучше владеет своим новым мечом. Вот где собака зарыта. Блестящий вывод. Нахида, ты скажи, мы правы? Как бы это сказать проще? Это как поймать кристальную бабочку, Пира, и принять ее за светлячка, потому что ты слишком доверяешь своим ощущениям, но не придаешь значения сути. Это совсем не проще! Опять мы ошибаемся, да? Может, вам стоит еще раз поговорить с Дэхи, вдруг узнаете что-то новое? Ага, может, она нам даст новые подсказки, идем? Ой, идем, чё? Блестяще, но неправильно. Ненавижу эту часть сюжета. Почему? Мне так кайфово, мне так интересно. Я лично кайфанул, кайфую от этого задания пока. Мне все нравится. А, баба, слезь, мать. Вот вы где, наконец-то вас нашла. Сегодня Дэхи тоже не ранена. Ранена? Кто ранен? Вы меня недооцениваете. А ты уже приноровилась к новому мечу? Вообще-то это странно. Сегодня вдруг оказалось, что я к нему уже привыкла. Ой, а откуда вы знаете, что я поменяла меч? Я никому не говорила. Давай ты объясняй, Пайман уже оскомину набила. Так, на самом деле можно Дэхи все и не объяснять. Можно сразу перейти к самому главному. Так куда лучше? Ты вдруг начала управляться с новым мечом лучше, потому что мы уже множество раз пережили этот день. Только каждый вечер мы лишаемся воспоминаний. Да, что с вами случилось, пока меня не было? Вам какая-то секта мозги промыла? Не бери в голову, а просто проверь на слово. Ладно, я поняла, о чем вы. Мое тело привыкло к новому клинку, только я этого не помню, да? Да, это твоя память стирается каждый день. Спасибо за подписку, привет. Я не могу с вами согласиться. Подобное просто невозможно. И это еще почему? Если каждый день это Сабзерус, но мы просто не помним, то как же использованные вещи и потраченные деньги, а съеденная еда? Тогда и мой кошелек давно бы должен был опустеть. Разве я бы могла не заметить? Спасибо за подписку. Я тоже об этом подумала.
за всем стоят мудрецы. Если они использовали ресурсы всего города, а также информацию, предоставленную Акашей, а ведь если использовать записи Акаши о том, что и кто делал, да еще и все ресурсы всего города, чтобы все восстановить, звучит невероятно, но это возможно? Невозможно, я вам докажу. Докажешь? Как? А вы с таким серьезным видом обсуждаете такую чушь. Что ж, я вам подыграю. Идите за мной. И вы, госпожа Дунерзада, тоже. Тут пока небезопасно. Спасибо за подписку. Привет, стримчику. Привет, Куся. Пайман не верится, что Дехия может нам что-то показать. 2 дня назад мы еще ее водили смотреть на Дунерзаду. Баба. Сейчас посмотрим. Скоку-скоку. Вот. Что это? Тренировочный манекен? И что с ним не так? Видите отметины? Это результат нескольких дней тренировок. Не станут же мудрецы каждый день его менять. Но почему тогда его еще не разломали в щепки? Верно, но если они его все-таки меняют, ну тогда мудрецам пришлось бы каждый день наносить на новый манекен оставленные мной отметины. Да, я продаю свои... Что? Да, я продаю свои навыки, но я все-таки воин. В моей школе боевых искусств всегда уделяется внимание контролю. Сила, угол и точка входа каждого удара рассчитаны и продуманы. Вот почему я помню каждую отметину на манекене, а также свое душевное состояние, когда наносила каждый удар. Как говорится, у каждого мастера свой уникальный стиль, и даже один и тот же мечник не может нанести один и тот же удар дважды. Скопировать эти отметины совершенно невозможно. Невозможно? А что, если они вырезали каждую отметину какой-то причудливой машиной? Говорят, что снимок фотокамеры никогда не заменит пейзаж, написанный художником, потому что снимок бездушен. Вот и здесь такая же история. Я с первого взгляда отличу механические вырезанные отметины от результата тренировки. Кажется, нам придется отказаться от этой версии. У вас больше не осталось сомнений. Это же та игра, «Виражи разума», что ныне популярна среди мудрецов, да? А она такая увлекательная, оказывается. Ну что ж, время уже позднее. Я провожу госпожу Дунерзаду к Нилу. Увидимся. И мы снова вернулись в исходную точку. Получается, теория о стирании памяти не работает. Ну, хотя бы у нас есть какие-никакие промежуточные выводы, да? Мы не во временной петле, мы в реальном мире. Мы не в реальном мире. Угу, так и есть. А сейчас у нас есть какие-либо новые идеи? Дай-ка подумать. Мне вдруг показалось, что-то тут не так. Не так? Пайман кажется, что в последнее время все не так. Почему мы не пробовали уйти из города? Уйти из города? Такое простое решение и не пришло нам в голову. Мы проверим, застряло ли время за городом, и это много объяснит. Невероятно. Мы не подумали об этом, потому что зациклились на одной теории. Может быть, слишком устали? Да, это очень странно. Нужно было сразу об этом подумать. Почему бы нам не вернуться и не спросить Нахиду о том, как выбраться из города? Может быть, мы что-то упустили? Всем привет. Баба. Мать, беги. Нахида! Мы вернулись! Сегодня вы рано. Неужели что-то придумали? Можно и так сказать. Мы уверены, что время не зациклилось, и что это не реальный мир. Но у нас возникли новые... Но у нас возникли новые вопросы. Что будет, если мы выйдем из города? Мы же еще не пробовали выйти из города, да? Выйти из города. Насколько я помню, вы пару раз упоминали об этом.
Мы говорили об этом. А что потом произошло? Мы сказали, когда вернулись. Дайте подумать. Кажется, вы никогда не упоминали о том, чем все закончилось. Нет, вы никогда не возвращались в тот вечер, когда выходили из города. В тот вечер. Но вы немало ночей провели на ногах, так что я не передала этому значения. Это правда, что порой за расследованием можно забыть о времени Что? За расследованием мы не забывали о времени и не замечали, что уже наступил новый день, но никто из нас не помнит, чтобы мы выходили из города. Правда? Это странно. Теоретически вы должны были вспомнить все. Я пробудила все ваши воспоминания. Давай завтра попробуем еще раз. Может быть, в этом кроется разгадка? Да, что-то подозрительно. Завтра мы во всем разберемся. Бип. Память вернулась. Давай сегодня попробуем выйти из города. Как бы тебе объяснить? Что ты хочешь сказать, Пайман? Путешественница, кроме воспоминаний, которые тебе вернулись, я хочу передать тебе еще кое-какую информацию. Передать от кого? Ты послушай и сразу поймешь. Пути назад нет. Слишком много пространств. Наш Сабзерус лишь одно из них. Это же мой голос. Путешественница, у тебя двухдневный провал в памяти. Пайман сейчас тебе все расскажет. 2 дня назад. Пришло время осуществить вчерашний план. Давай сегодня попробуем выйти из города. Давай же идем! О, прикольно. Мы типа в воспоминании. Вот так все и было 2 дня назад. Сколько было. Почему нельзя выходить из города? Это снова проделки Академии. Это не меня нужно спрашивать. Я ничем не могу помочь. Это прямое указание великого мудреца. Подождите до завтра. Но я очень спешу. Груз уже прибыл в порт Ормас, и если не поторопиться, его просто-напросто украдут. Это твои проблемы. В следующий раз заранее отправляй запрос. Но в торговле многое сложно предугадать заранее. Мы сейчас его воткнем и выйдем. Слышь? Кажется, сегодня Академия приказала закрыть город. Неудивительно? Давай-ка спросим. Господин стражник, а почему нельзя выходить из города? Только что одного отослал, а тут опять. И чего ты меня спрашиваешь? Я сам не знаю. Мы получили приказ никого не выпускать и не впускать, а больше ничего не сказано. Конечно же, Академия не станет делиться с нами своими замыслами. Кажется, Академия тебе не совсем доверяет. И ничего тут языком молоть. Была бы мне известна внутренняя информация, стал бы я тут стоять на дурацком посту. Да просто воткни его и пойдем выйдем. Кажется, он правда ничего не знает. Если мы не можем ничего у него узнавать, то давай поступим проще, найдем место, где можно перелезть через стену. Ведь у стражников не 1000 рук и сотни глаз. Вот тут хорошее место. Вроде бы стражники нас не заметили, давай-ка поторопимся. Хаяку, Пайман, останься здесь. Почему? Ты хочешь бросить Пайман? Наши воспоминания могут измениться, если мы выйдем из города. Один из нас должен остаться на этой стороне в качестве свидетеля. Но если что-то пойдет не так, как же Пайман тебе поможет? Пайман и помочь-то особо не может. Но мы ведь всегда вместе. Не переживай, Пайман, если мы пойдем вместе, то получится как раньше. Ладно, Пайман тебя дождется. Только ты побыстрее возвращайся. Одна нога здесь, другая там. Ладно. И осторожней там. Воспоминания. Давай сегодня попробуем выйти из города. Путешественница! Ты еще ревешь. Пайман, что случилось? Пайман думала, что никогда тебя не увидит. Ты просто исчезла.
Пайман так долго ждала тебя у стены, а тебя все не было. Ты же обещала, что Пайман, что только посмотришь и сразу вернешься. Обещала? Успокойся, Пайман. Она уже здесь и совершенно ничего не помнит. Не понимает. Ну и пусть. Пайман хотела вчера пойти искать тебя, но ты не разрешила Пайман покидать город. Пайман растерялась и до самого вечера волновалась и боялась. Хоть я не помню, что я сделала, но прости, Пайман. Я тебя никогда не брошу. Ладно, Пайман тебя прощает. Главное, что ты не исчезла. Пайман так боялась, чтобы ты попала в другой мир. Ладно, пусть Пайман расскажет нам, что на ее взгляд произошло вчера. Пайман рассказывает о вчерашнем плане. Значит, вы решили использовать две точки зрения. А потом путешественница вышла из города. Пайман следила за ней взглядом, но она вмиг исчезла. А ты не ошиблась? Может, ты просто отвлеклась? Нет, Пайман не сводила с тебя глаз. А что насчет тебя, путешественница? Ты совершенно ничего не помнишь? Да, я даже не знаю, существовал ли вчерашний день. Теперь мне все ясно. Оба раза, когда вы пытались покинуть город, вы напрочь теряли свои воспоминания о предыдущем дне. Значит, когда мы выходим из города, наша память стиралась? Они не только запретили входить в Сумеру и выходить из города, но и стирают память покинувших город. Кажется, за городом прячут какую-то тайну. Но так мы никогда не узнаем, что за стенами города. Если память стирается, если бы мы могли принести что-то извне. Например, какое-то сообщение. Но как его передать? Не смотри на меня так. Я не привыкла к... Что? Пристальным взглядам. Ладно. Получается, вам нужно как-то передать сообщение. Дайте мне подумать, а вы пока посмотрите за Дунерзадой. Да, вот так бы сразу. Не понял. Типа время идет. Куся больше и больше проигрывает конкуренцию Грысь. Как мы докатились до такого? Осуждаю. Куси не должны уйти из моды. Куси — это Куси. Это Грысь, это вот это новомодное и агрессивное движение. Готово, забирайте. Это терминал Акаши? Я лишь слегка его изменила. Терминал Акаши и раньше мог передавать информацию, а я сделала так, чтобы он мог подключиться к любому узлу. Чтобы сделать что-то вроде этого, Нахида, ты действительно знаешь Акашу как свои 5 пальцев. В любом случае, мы можем его использовать, чтобы записать сообщение, верно? Ага. Я могу вам сохранить сообщение. Он должен быть довольно прост в использовании. Вот только я не могу гарантировать статус пользователя и покрытие сигнала за пределами города. Пока не попробуем, не узнаем. По крайней мере, мы перехватили инициативу. Стоит попробовать. Вперед, разоблачим этих коварных мудрецов. Думаете, нужно остаться? Ладно, Пайман, уже не так страшно с тобой расстаться, потому что вчера уже... это уже случилось, но Пайман все равно еще не привыкла к такому. До завтра, Пайман. Ладно, до завтра, путешественница. Табибито. Вот и все, что произошло до сих пор. Так это сообщение оставила я за стенами города. Да, сигнал был с помехами и прерывался, но нам удалось получить 2 сообщения от тебя снаружи. Ладно, теперь ты знаешь, что происходит? Давай вместе послушаем сообщение. Кусич пришел. Кусь. Пути назад нет. Слишком много пространств. Наш Сабзерус лишь одно из них. Подожди. Я вошла в другое пространство, передо мной пристали текущий песчаник и вьючные рыбы. Невообразимое фантастическое зрелище. В смысле? Все эти пространства пусты, за исключением редких, в которых место людей немые куклы. Не чувствую никакого человеческого присутствия.
Что-то у меня немножко внутри поломалось. Я думал, что это. Как интересно. Получается, ты покинула пространство Сумиру, как только вышла из города? Но когда Пайман посмотрела изнутри, все выглядело очень нормально. Это просто невероятно. Судя по твоим словам, другие пространства такие чудные. Здесь еще конец есть. Я получила его только вчера поздно вечером. Эти пространства исчезли одно за другим, поглощенные чем-то вроде солнца в небе. Бип. И последнее пространство исчезло. За моей спиной из воздуха снова возникло множество пространств. Теперь я понимаю, эти пространства на самом деле... А можно? Ой, ну почему сообщение тут оборвалось? Что путешественница собиралась сказать? Что это за пространство? Вероятно, это потому что вчера просто закончилось в этот момент. Ах да, Пайман и правда слышала такой бип из Акаши. Этот странный звук доносился отсюда или из послания. Это из послания. Наверняка пришло с терминала путешественницы. После звука путешественница сказала, что последнее пространство исчезло. Путешественница, как думаешь, что это было за последнее пространство? Все причудливые пространства, что мы видим за пределами города, схожи в одном. Там нет людей. Было ли это пространство на самом деле реальным? Но разве может реальное пространство просто взять и исчезнуть? У меня сложилось впечатление, что каждый день в этой... Ой, извините. У меня сложилось впечатление, что каждый день в этой сансаре заканчивается только при звуке сигнала из Акаши. Там нет людей. Нет, не так. Нужно все хорошенько обдумать. Ага. Так, впечатление, что каждый день в этой сансаре заканчивается только при звуке сигнала Акаши. О, так вот в чем дело. После звука последнее пространство Саб-Зерус также исчезает, и мы переносимся на следующий день. А потом путешественница упомянула о множестве новых пространств, появляющихся за спиной. Значит, каждый день появляется множество пространств? О, Пайман, голова кругом идет. Что это за пространства такие? Несмотря на все ужасы войны архонтов, это была всего лишь игра, в которой архонты сражались за 7 престолов. Так что вещи, которые на первый взгляд кажутся странными или жуткими, в конце концов могут указывать на маленький и простенький секрет. Спасибо за подписку. Ого, война архонтов. Это серьезное сравнение. Секрет. Дай мне немного времени, мне нужно собраться с мыслями. Эй, ты куда? Куда идем? Ну, пойдемте. Так, куда мы идем? Как далеко это? Недалеко. Воу, прекрати, коровка. Коровка, отстань. Скоку. Да, именно так. Экстремал, почему так еще не сам, желточка, грызь. Какие грызь? Вонючие рыбы записал. Какие? Я не говорил вонючие рыбы. Откройте. Куда? Хочешь поразмышлять в одиночестве? Ладно, Пайман не будет тебе мешать. Сидим, думаем о жизни, обо всем, все дела. Вонючие тоже. Вьючные, извините. 55-й ранг. Танец Саб-Зерус вот-вот начнется. Я хочу посмотреть. Танец Саб-Зерус, он же как раз в это время.
Ладно, Дунерзада, ты иди пока сама, а у нас остались еще кое-какие дела. そう Ладно, 分かったわ увидимся позже. また後でね Эволюция рыбы. Грызть теперь считается экстремальным действием. Они под запретом, слава кусям. Вот, туда их, желточек. 旅人 Ты уже поняла, путешественница? Время уходит. Думаю, я знаю ответ. Как здорово, Пайман тоже хочет узнать. Хотя нет, давай сначала встретимся с Нахидой. Так ты сможешь рассказать нам обеим сразу, и на этот раз мы докопаемся до истины. Зачем меня гоняет туда-сюда? Это так задумано? Это так надо? Откройте. Путите. Путите. Алло, у нас демократия. В смысле, что за глупости? Никогда у нас не было демократии в чатике. 戻ってきたわね Ну, наконец-то вы вернулись. 待ちくたびれてい Я た у と вас ころ уже, よ я вас уже вечно жду. その Судя по 表情 вашим から лицам, さ新探 ты 査 готова の卒業 сделать テストを выпускной 初めて экзамен 見 с る Абзеруза? Спрашивайте наставница Нахида. Для начала, тебе удалось найти истину? Нахида сказала, что Акаша работает с помощью сердца Бога. Она воплощение силы божества мудрости. Она объединяет мудрость всего народа и наделяет людей знаниями. Мы уже много раз проживали с Абзерус. Каждый праздник попал в бесконечную сансару. Все причудливые пространства, что мы видели за пределами города, схожи в одном. Там нет людей. Сны без людей. Эти пространства напоминают мне о снах, как тот, что был у меня в лесу Авидия. Только в этом нет следов человеческого присутствия. Луна. Иллюзорность и обман. Что же это означает? Так странно, что сумерцы не видят сны. Сопоставить вот этим. Как? Сны без людей, извините. Истина во сне. Мы все находимся во сне. На самом деле жители Сумеру могут видеть сны, но Акаша их забирает. Жители Сумеру думают, что они не видят снов, но истина в том, что Акаша крадет их сны, так? Так все эти безлюдные пространства, украденные, потерявшие хозяинов сны, да? Ничего удивительного, что путешественница описывала их как причудливые. Значит, люди в Сумеру все-таки видят сны. На самом деле, прямо сейчас мы все вместе живем в одном большом сновидении. Это правильный ответ. Но почему ты думаешь, что Акаша способна на это? Акаша работает с помощью сердца Бога. Она воплощение силы божества мудрости. Она объединяет мудрость всего народа и наделяет людей знаниями. Вот, те существа, контролирующие сны в лесу, тоже получили свою силу от Дендра Архонта, верно? Значит, и Акаша может управлять снами людей. Но действительно ли Акаша крадет сны ради сбора мудрости? Не кроется ли за этим нечто большее? Сны фантастичные, сложны и полны воображения. Мозг людей наиболее активен, когда они видят сны. Другими словами, во снах содержится концентрированная человеческая мудрость. Выходит, это полная противоположность тому, как это понимала Хайпасия. Пайман помнит, как она говорила, что мудрецы считали сны глупыми и иллюзорными, и что эта неспособность видеть сны считается благословением великой властительницы Рукавадаты. Значит, все это было ложью? А правда в том, что мудрецы Академии используют Акашу, чтобы совладеть снами людей для своих целей, верно? И они не собираются на этом останавливаться. Судя по всему, вы довольно хорошо разбираетесь в ситуации. Итак, что же тогда насчет этой сансары? Блин, сейчас, секунду, пообщайтесь, я сейчас приду.
Нуна говорит «ня». Карл Лайф говорит «ня, ня». Джилтошек говорит «бежим из подвала, пока Тенра не видит». Нуна говорит «цкоку, цкоку». Йипли говорит «цкоку, цкоку». Главный Пелмин говорит «я ек ценцуинаш пфрапифрал». Карл Лайф говорит «цкоку, цкоку». Йипли говорит «придет Тенра и поймет, что чат уже общается только междометиями». Эндрюс говорит «нормально же общались». Главный Пелмен говорит «вы цкокнулись?» Нуна говорит «фазблус милинг». Типе окей говорит «как у вас дела?» Джилтушек говорит «и так нормально общаемся». Фазблус милинг. Карл Лайф говорит «во-во». Йипли говорит «мы эвоцкакуировали». Эссей говорит «мех». Эндрюс говорит «точно-точно, они цкокнулись». Дарас Оф говорит «здравствуйте». Джилтошек говорит Эвоцкакуировали? «сан не аригата». Не аригато. С.А. Ой, говорит, оживились «Кого?» сразу. Ким Мёнде МД А мы сейчас говорит, суммаризацию включи, уже и все. 71 лайков. Реально? Нуна О, говорит, 71. Нет, 61 тысяча лайков. Эссей говорит Спасибо «мех». большое. Капец вы тут натапали. Я что думаю, вам нужно просто стримчик оставить с чатом и суммаризацией, чтобы вы тут сами с ними угорали, да? И нафиг не нужен я. Звук Акаши. Звук Биг извещает об операции Акаши. И мы слышим его каждую ночь, хотя мы сняли с себя терминалы. Эти пространства пропадали у меня на глазах. Но как только прозвучал этот сигнал, материализовалось еще много пространств. Эти сказочные пейзажи исчезли один за другим. Но как только прозвучал этот звуковой сигнал, появились еще больше новых пространств. Великий мудрец сказал: празднуйте рождение своей богини сколько угодно. Стоит ли за этим нечто большее? Трактовать. Мой мозг устал, хотя я не так уж много думала, что происходит. Мы уже много раз проживали Сабзерус. Кажется, праздник попал в бесконечную окей. Сопоставить звук Акаши. Нет? Подожди, а тут что забыл? Ладно, уже не могу. Серьезно? Последнее? Ба-ба-ба. Правильно, Акаша поддерживает мозг каждого человека в состоянии сна, но также отделяет его сознание от собственного сна. Их бестленное сознание помещается в коллективный сон Сабзерус вместе со всеми остальными, в то время как их ныне пустые сны собираются Акашей. Никто не замечает, как во сне проходит еще один день и начинается еще один цикл сансары. Люди просыпаются от очередного сновидения, а Сабзерусе их сны снова собираются Акашей, и все начинается снова. Итак, это похоже на фабрику сновидений, а Акаша — это машина для сбора снов. Пайман подобрала верную метафору. Очень хорошо, Пайман. Правильное использование метафор — отличная привычка. Итак, тот звук, который мы постоянно слышали, на самом деле исходит от наших реальных терминалов Акаши. Нет никакого проку снимать терминалы здесь, внутри сна. Ладно, последний вопрос. Кто я? Нахида-чан? Хихида? Луна, иллюзия, ложь.
Говорят, алхимические гадания — это божественное откровение Дендра Архонта. Если Нахида сравнивать себя с Луной, то... Теперь я думаю, что иллюзорность означает, что мы все спим. Теперь, когда я думаю об этом, а не было ли это намеком на обман мудрецами народа Сумер? Но я думал, Луна. Так ты заметила. Ты малая властительница Кусанали. Ай, а я думал, это будет самым сложным вопросом. Вот почему я задала его последним. Легкотня, даже Пайман догадывалась. Ты ведь такая особенная. Мы просто не хотели тебя разоблачать, вот и все. Но раз ты об этом заговорила, Нахида, ты... заговорила Нахида, ты намекала нам с самого начала. Так забавно вспоминать, как мы повсюду разыскивали информацию о малой властительнице Кусанали. Пайма не ожидала, не ожидала вот так вот встретить тебя. У меня много вопросов, но кажется, сейчас не время. Да, это может подождать, пока мы не вернемся в реальность. Но если у тебя есть вопросы об этом месте, я с удовольствием на них отвечу. Почему ты просто не сказала нам правду? Я так понимаю, я все могу прощать, да? Ты уже спрашивала, я тебе ответила, что это стало бы сильным ударом по вашему рассудку. Теперь, когда вы знаете, что это сон, надеюсь, этот ответ будет иметь больше смысла. Вы же слышали о том, что не стоит будить бродящих во сне. Если бы кто-нибудь вам все рассказал, вы бы узнали сами. Ваше представление о реальности и снах необратимо бы спуталось. Я не могла подвергать вас такому риску. Вот почему я лишь могла дать вам маленькие подсказки и советы. И мне очень жаль, что мне пришлось заставить вас гадать. Как мудрецам удалось сделать так, что люди ничего не заметили? Во-первых, этот сон, в котором мы находимся, полностью основан на реальности. Люди уже праздновали Сабзерус, и им сложно разглядеть что-то необычное. Во-вторых, ты, вероятно, задаешься вопросом, почему люди не помнят прошлое оборот колеса сансары. Это потому, что люди все равно большую часть времени не помнят свои сны, и в любом случае их настоящие сны отнимают у них Акаша. Поэтому всякий раз, когда они просыпаются на этом сне о Сабзерусе, они ничего не помнят из своего предыдущего, такого же сна. Так, это как тогда путешественница увидела сон в лесу Авидья, но после пробуждения ничегошеньки не помнила, да? Да, только последнее получение благословения Дендра человек может овладеть силой Дендра, обостряющей способность удерживать сновидение. Это объединяет ощущение дежавю. Объясняет. Между тем, все остальные понятия не имеют... Все остальные понятия не имеют, что они находятся в сансаре. Между тем, все остальные понятия не имеют, что они находятся в сансаре Сабзеруза, а их сны отбираются снова и снова. Расскажи нам о побочных эффектах массового производства снов. Могут ли люди действительно продолжать спать вечно? Закончится ли это когда-нибудь? Если да, то когда? Вы уже чувствуете, как устал ваш разум, и это ответ на вопрос. Сон продолжается столько, сколько люди смогут вынести. Слабым здоровым людям, таким как Дунерзада, приходится тяжелее. На карту поставлены жизни людей, и никто ничего не знает. Мы должны положить этому конец. Почему сон именно о Сабзерузе? Кстати, да. Зачем понадобился мой день рождения для основы? Неужели это просто совпадение? Даже ты не знаешь? Вот это да. Мудрецы Академии полны решимости собрать много снов за короткое время. Чего бы это ни стоило, они, должно быть, замышляют что-то недоброе. К сожалению, я ничего об этом не знаю. Путешественница, тебе что-то известно об этом? Эти пространства напоминают мне о снах,
как тот, что был у меня в лесу Авидия, только в этих снах нет следов человеческого присутствия. Нахида сказала, что Акаша работает с помощью сердца Бога. Она воплощение силы божества мудрости. Она объединяет мудрость всего народа и наделяет людей знаниями. Великий мудрец сказал: празднуйте рождение своей богини сколько угодно. Стоит ли за этим нечто большее? Празднуйте рождение своей богини сколько угодно. Неужели? Спасибо за подписку. Походу, все. Обманывать народ Сумеру, не думая об их безопасности. Что бы они там ни замышляли, этому нет прощения. Как только мы покончим с Сансарой Сабзеруса, мы должны разобраться с этим. Как могут мудрецы Академии делать это за спиной своего Архонта? Это произвол. Все-таки я лишь луна. Настоящего солнца давно уже нет. Луна и солнце. Нахида опять эти твои метафоры. Бип. Сегодня у нас больше времени нет. Завтра я расскажу тебе, как освободиться от сансары. Увидимся. Ну вот. Привет, простите за опоздание. Хината, здравствуйте. Доброе утро, Нахида! Пайман все вспомнила. Наверное, стоит говорить «доброе утро», малая властительница Кусанали. Что такое? Не дури. Нахида, что с тобой? Ты плохо выглядишь. А где Дунерзада? Неужели? Боюсь, все как вы думаете. Дунерзады больше нет? Быть такого не может. Мы опоздали. Сознание настоящей Дунерзады действительно исчезло. Она больше не может выносить постоянного сбора снов. Мы же почти... Пайман не может в это поверить. Стой! А как же та Дунерзада? Кто она? Она тоже исчезнет? Она что-то вроде куклы, но не совсем. Сознание настоящей Дунерзады больше не могло продолжать играть свою роль в этом сне. Тогда появилась другая Дунерзада, которая заменила ее во сне. Как трава и деревья, так и эта Дунерзада является лишь кирпичом сна, который помогает ему выстоять. Но она совсем не похожа на настоящую Дунерзаду. Так ведь куклы не гибкие, у них нет той же жизненной силы, что присущи человеку. Это просто оболочка. Кстати, прежняя Дунерзада мало чем отличалась от куклы. Дунерзада искренне верила, что встретила тебя в своем сознании, и именно ты вдохновила ее. Значит, ты еще помнишь ее? Да. В семье ее слишком опекали, и никому не было дела до того, спасибо за подписку, что у нее на душе, словно она жила лишь для того, чтобы бороться с Элиазаром. Я просто дала ей немного мудрости, чтобы она могла взглянуть на жизнь по-новому, чтобы она могла быть собой, но даже так она все равно... Для нее это было очень важно. Ты очень добрый Архонт. Да где там? Мне еще далеко до настоящего Архонта. Я даже не смогла спасти ее. Если бы я и правда была бы хоть на что-то способным Архонтом, разве я позволила бы я своей самой преданной почитательнице вот так вот покинуть этот мир в Сабзерус? Не вини себя, Нахида. Это все дело рук мудрецов. Я не виню себя. Я рационально оцениваю расстояние между мной и настоящим Архонтом. Ну перестань. И у настоящих Архонтов бывают плохие времена. Чтобы подобная трагедия не повторилась, нам нужно как можно скорее выбраться из сансары. И как нам это сделать? Хотя этот сон об Сабзерусе находится под контролем Акаши, только люди способны видеть сны. Даже Акаши не в состоянии создать их. Это означает, что этот сон принадлежит хозяину, который создал его.
И как нам этим... Как найти этого человека? Поскольку это чей-то сон, все происходящее здесь исходит из глубины сознания этого человека. И этой силой силой своего воображения он может изменить все. Воображение? Что это значит? Воображение — это то, что выражается из круга привычных вещей. Вырывается из круга привычных вещей. Например, в трактире тебе подают тарелку, и ты, конечно же, ожидаешь, что там окажется еда. Но если ты хозяйка сновидения и осознаешь, что спишь, то когда ты представишь на тарелке золото или мору, мир сновидений подстроится. Тебе действительно принесут на тарелке золото или мору. Но сейчас наш хозяин не осознает, что это сон. Сколько тарелку не подавай, там всегда будет еда. И что делать, когда мы найдем хозяина? Найдите способ заставить этого человека осознать, что он видит сон. Обычно в такие моменты сновидец просыпается, и сансара прерывается. И как же нам его найти? Столько людей вокруг. Это как искать иголку в стоге сена. И даже если мы и найдем, то ведь наверняка не просто будет убедить, что он спит и видит сон. И вообще, как там говорится, нельзя будить лунатиков? Это и правда непросто. Но сейчас только вам это под силу. Все, что сделано раньше, было сделано для того, чтобы найти хозяина сна и завершить сансару. А я в это время покину город. Покинешь город? Ты отправишься в мир сновидений как путешественница? Да, я хочу попробовать. Должна же быть хотя бы малейшая возможность. Поторопитесь. Сны должны быть фантастическими, романтичными и полными приятных сюрпризов. Ненужное подобие этой сансари должно закончиться. Я уже не могу. Пайман не может с этим смириться. Мы столько сделали для Дунерзады. Она была таким хорошим человеком и с простыми желаниями, но судьба жестоко обошлась с ней. У меня руки опустились. Да, стремление спасти Дунерзаду придавало нам сил. Путешественница, нам нужно взять себя в руки. Дунерзада хотела бы, чтобы мы спасли как можно больше людей. Давай покончим с этой сансарой ради нее. Интересно, может ли быть, что мудрецы сделали хозяином сновидением кого-то из своих? Ну, чтобы легче было бы контролировать. Вряд ли. Тогда бы человек сознавал, что он видит сон. А неосведомленному человеку куда сложнее понять, что это сон. О, верно. Это уже не говоря о том, что мудрецам было бы сложно предвидеть нас и Нахиду. Как думаешь, кто может быть хозяином сновидением? Это рыцарь цветов Фарис в том странном наряде. Да, точно, ведь рыцарь цветов символ Сабзеруза. Он особенный персонаж. Пойдем его расспросим. Я уже не могу. О, примагенчики привалили. Ты... Алло, Спайдермен. Да, прекрати. Слезь. Спать пошла? Нет. Вот и вы. Убежали так поспешно, и я даже подумал, что не случилось ли чего. Ну, сложно объяснить. В общем, давай мы вместе с тобой проведем эксперимент, хорошо? Эксперимент? Чудо. Чудно это. А что надо делать? Загадай желание. А теперь представь, что твое желание сбывается. Желание? А что на самом деле теперь и желание загадывают? Меньше спрашивай, больше загадывай. Ладно. Я желаю, неловко так говорить. Желаю, чтобы госпожа Дунерзада была счастлива.
Я заметил, что она какая-то грустная, ни на кого внимания не обращает. Но раньше она была нежной и отзывчивой, ее все детишки любили. А еще подумал, может быть, она попросила меня сыграть рыцаря цветов, а Фариса, потому что я что-то значу для нее. Тебе нравится Донерзада? А? Так заметно, да. Вот, теперь точно заметно. Помню, она сказала, я хочу, чтобы на Сабазерузе все были счастливы, и дала мне шапку рыцаря цветов. Но она не знала, что меня не волнует настроение других. В тот миг я хотел быть рыцарем, а ее цветов всю оставшуюся жизнь. О, чувак. Еще 5 лет, еще 50 лет или даже 100 я бы служил ей до скончания времен. Это очень неловко вышло. Мне показалось, что это удачный момент облегчить душу. А вот стыдоба-то. Ну ладно, я хочу, чтобы госпожа Дунерзада появилась прямо передо мной с улыбкой и Я загадываю желание. Пусть оно сбудется. Пусть оно сбудется. Я закрываю глаза. Это же... Что? Это же малышка Паки. Извини, но каждому положено только по одной порции сладостей ковбих. Иди-ка ты домой. Отличная попытка. Не берите в голову. Ей не нужно появляться передо мной. Лишь бы счастлива была. Кажется, он не хозяин сновидений. Не так-то легко его найти. Все любили Дунерзаду, но никто не догадывался, что она... Госпожа, отойдите. Это же голос Дехи. Точно, именно в это время Дунерзада столкнулась с похитителями. Я им покажу. Но Дехи и сама справится. Эй, путешественница! Ехай. Алло. Игра забулила. Это ты. Очень вовремя. Пожалуйста. Уведи госпожу, я разберусь с этими ребятами. Эй, это моя работа. Это не тебе платит семья Хамаяни. А не мели ерунды, уходить скорей. Ладно, чего ты так злишься? Я вовсе не сомневаюсь в твоих способностях. Ладно, будь осторожна. Сейчас я их воткну, этих собак сутулых. Ну чё, пацаны, аниме? Помощница, значит. Но сейчас ты у нас попляшешь. Давай. Чё, собаки? Ой. Нападаю, пацаны. И чё? Да вы слабые. Все? Ты чё там? А ты точно снайпер? Путешественница, так ты сейчас соврала злость на этих бандитов, сорвала злость на этих бандитах, да? Ох, и ты, Нахида, Дунерзада не хотел бы видеть вас такими. Кстати, Паймон кое-что вспомнила. Помнишь, во время первого Сабзеруза, когда Сансара еще не началась, мы пришли сюда, потому что Дунерзада хотела что-то взять? И она сказала, что забыла кое-что. Было дело. Точно, я уже и забыла.
А у Пайман отличный... А у Пайман отличная Пайман. Пайман помнит, что она живет здесь, и она накануне Сабзеруза это говорила. Нам нужно понять, что это была за вещь, да? Угу. Даже если это всего лишь крошечная зацепка, это лучше, чем искать иголку в стоге сена, как сейчас. А если она жива, это сон ее? Вот это место. Входить в чужой дом без разрешения невежливо, но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Что Пайман не сможет оправдать такими вещами? Ой, кажется, окно плохо закрыто. Пайман сейчас залезет. Она станет просто домушницей. А Пайман проникает в комнату и спустя какое-то время вылетает обратно, держа что-то в руках. Это ее временное пристанище, там почти ничего нет. Но эта книга лежала на самом видном месте. Заглянем внутрь. Секунду. Записи элегантным почерком. Спустя почти 16 дней я наконец смогла дописать эти заметки. Как раз накануне Сабзеруса. Как только фестиваль закончится, вы с Пайман, вероятно, продолжите свое путешествие. Поэтому я надеялась, что успею передать их вам. Это сборник народных легенд о малой властительнице Кусанали, который я составила, расспрашивая жителей Сумиру во время подготовки фестиваля. Я опросила уйму людей, но очень немногим известно хоть что-нибудь о малой властительнице Кусанали. Надеюсь, эти истории помогут вам найти малую властительницу Кусанали. Однажды источник воды в Гандхарве загрязнился, и люди были вынуждены ходить за водой очень далеко. Но спустя какое-то время мы обнаружили, что вода в источнике снова стала пригодной для питья. Предыдущей ночью кто-то видел возле источника зеленое свечение. Все говорят, что это была малая властительница Кусанали. Звучит вполне убедительно. Очистка воды естественным путем занимает много времени. Неужели малая властительница Кусанали была в Гандхарве? Гандхарве, да. После того, как мама покинула мир, я стала очень быстро бояться темноты и ночами не мог уснуть. Однажды я услышал голос, который говорил со мной, пока я не заснул. Соседка сказала, что малая властительница Кусанали явила мне свою милость. Бедный мальчик. Я надеюсь, что Сабзеру сделает его немного счастливее. Это очень похоже на то, что я пережила когда-то. Как же добра малая властительница Кусанали. Однажды в подпитии я не мог найти дорогу домой. Свернув за угол, я увидел малую властительницу Кусанали. Она показалась мне очень высокой и сильной. Она поймала меня, когда я подскользнулся и едва не упал. На следующее утро я обнаружил, что всю ночь проспал под деревом. Уверен, обо мне позаботилась малая властительница Кусанали. Не думаю, что этому рассказу стоит верить. Он мог просто наткнуться на дерево. Ну да, малая властительница Кусанали не то чтобы большая и сильная. Записи с народными легенд, дополнительными комментариями Дуньярзады густо усеивают каждую страницу. Это Дуньярзада писала. Она всегда нас помнила, даже когда мы были в Порт-Ормосе. А ведь она была занята подготовкой Сабзеруза, и ее здоровье оставляло желать лучшего. Должно быть, она хотела сделать нам подарок на Сабзерус. Если бы мы не нашли эту книгу, мы бы так и не узнали. Теперь мы знаем, но благодарить уже некого. Эй, куда ты опять? Что-то как-то это грустненько.
Это кукла Дунерзады? Меня наполняет чувство, станет легче, если произнести вслух. Ты устала? Подумай только, мы уже так долго здесь торчим. Кажется, весело болтали с Дунерзадой целую вечность назад. なんだかすごく昔のことのように感じるし。Пайман еще помнит, как мы здесь сидели, и глаза ее сияли, когда она говорила о танце Сабзера с Нилу. Я уже почти не помню. В жизни всегда есть место разочарованиям, но я знаю, что смысл существования не в сожалениях, верно? Это сказал настоящий Дунерзада, неужели? А? Путешественница, что с тобой? Кажется, это все та же кукла, но как? Что? Куда опять? Идем смотреть танец Сабзерус. Она сказала, подъем. Скоку-скоку. Если коровка говорит скоку-скоку, значит все будет хорошо. Мика, здрасте. А если ты продолжишь в подобном духе, то нам придется провести расследование в отношении всех организаторов. Великий мудрец и так проявил снисходительность, и я советую тебе знать меру. Ну, как же так? Шапалаха ему. Шапалаха. С ноги причем. Тварь. А, путешественница, не надо за меня заступаться. Это же мудрец из Академии. Не нужно тебя в это втягивать. Путешественница? Что ты делаешь, путешественница? Если нас схватит Академия, то мы просто потеряем сегодняшний день. Они не реагируют, испугались? Значит, они куклы. А если это замысел мудрецов, то они стали бы сами проходить через все это. Значит, они тоже поддельные. Что происходит? Что с великим мудрецом? Погоди, что это за цветы такие? Падисары — это символ божества цветов. Как жаль, что настоящие падисары ушли из этого мира вслед за божеством цветов. Верно, великая властительница Рукавдатта воссоздала падисары в память об ушедшем божестве цветов, но она так и не смогла повторить прекрасный перпур этих цветов. Какой прекрасный пурпур! Это же легендарные падисары. А я даже и не заметила. Неужели Дунерзада мне принесла? Но разве вы не говорили, что эти цветы исчезли после гибели богини цветов? Неужели исчезли? Но что здесь происходит? Нилу, закрой глаза. А? Представь, что здесь нет мудреца и его свиты. Вы такие странные. Ладно, я попробую. И... Туда их. И...
исчезли! Оказывается, хозяин сна это Нилу. Вот так сюрприз. Пурпурный Падисар явно уже не существует в мире, но в подсознании Нилу они могли бы появиться и украсить сцену. Как в примере Нахиды, люди думают, что на тарелке будто еда, а Нилу полагает, что в горшочках вполне могли бы быть настоящие падисары. Поэтому, когда ты увидела цветы, ты сразу поняла, что это Нилу. Именно. Но, чтобы разорвать сансару, нам нужно, чтобы хозяин осознал, что он видит сон. Как мы убедим в этом Нилу? Я вижу сон? Ага. А как ты до этого додумалась? Это правда? Эта маловластительница Кусанали откликнулась на наш Сабзерус? Наверное, но что-то в этом есть. Но суть в том, почему ты вдруг решила, что это сон. Ведь ты знаешь, что сумерцы не видят снов, верно? Слышали вы про историю о первом мудреце? Чтобы избавиться от бедствия, он отправился на поиски Дендра Архонта. Паймон знает эту историю. Нам ее рассказывала Дуньерзада. Когда мы только приехали в Сумеру. Так это был первый мудрец? Да, он в истории, которую слышали вы. Но в истории, которую слышали вы, он еще не стал первым мудрецом. И у этой истории есть продолжение. Его благочестие и мудрость были признаны Дендра Архонтом, и она наконец дала ему свое благословение. Первый мудрец был очарован, представший перед ним невероятным зрелищем, как будто все знания мира были начертаны на холсте. Но спустя какое-то время он уже усвоил все знания, которые мог понять. И тогда он сказал Дендра Архонту: «Я скучаю по своим родителям, жене и детям. Я уже давно вдали от дома, и они очень волнуются». Дендра Архонт улыбнулась, и в следующий миг мудрец очнулся у себя в кровати, словно он только что пробудился ото сна. Жена, что лежала подле него, сказала: «Сегодня ты отправишься на поиски Дендра Архонта. Счастливого тебе пути, любимый». Позже первый мудрец справился со множеством бедствий в Сумеру и основал академию. И была это величайшая радость. То есть первому мудрецу это все приснилось, он даже никуда не ходил? Да, но возможно, за его преданность и решимость Дендра Архонт благословила его сном. Паймон понимает, о чем ты. И это очень занятная ассоциация, но нам скоро предстоит проснуться, прямо как тому мудрецу из истории. Раз Нила уже все осознала, то этот сон скоро закончится. Вот как. Ну и хорошо, ведь Сабзерус тоже уже подходит к концу. Раз уж мы во сне, то можно станцевать последний раз. Сабзерус еще прекрасней, да? Последний танец Сабзерус. То можно станцевать последний танец Сабзерус еще прекраснее, да? Я так этого жду, станцуй нам от всей души. Время настало. Я посвящаю этот танец Сабзерус нашей богине. Было бы ложью отрицать. Мне хотелось бы посмотреть на танец Нилу.
Красиво. Обожаю сюжетку Сумеру. Очень классная. О, доброе утро, путешественница. Кажется, мы так долго проспали. 旅人 Доброе утро, Пайман. Как же голова болит? すごく眠って頭 О, が Пайман, голова такая тяжелая. Мы долго спали, да? Как мы вообще вчера спать легли? Пайман думает, что Сабзерус закончился и... Сабзерус? Мы ведь уже выбрались из сна Сансары, Сабзеруса. Я вспомнил. Скорее сними свой терминал Акаши. В конце танца я видела, пойдем скорее к Дунерзаде. Но Сумер такой душный, интересный. Не знаю, пока очень интересно. Ее здесь нет. Что же случилось? Идем на обычное место. А? Это куда? Цкоку-цкоку! Жива собака! よくやったわね Отличная работа, путешественница и Пайман. それと Спасибо тебе, Дунерзада, что помогла мне организовать Сабзерус. ニアザードあなたは Скажи, пожалуйста. Дунерзада, с тобой все в порядке? Не пугай нас так больше. Дунерзада. Путешественница малышка Пайман, я вам сейчас такое расскажу. Мне сейчас приснилось, как Нил исполняет танец Сабзерус. Ты собака, я зачем из-за тебя грустил, слышишь ты? Собака какая. お前実は Так ты на самом деле Нахид... Что? Нахида? Пайман говорила, что та Катерина на Сабзерусе была какой-то странной. それと И Дунерзада, のこと это ты ее そ спасла? れは話して Это 長くなる долгая история, не будем ее тревожить. Но еще... 今は病院 Она の еще очень 休息を слаба. 邪魔しない方がいい Да пусть в задницу идет, я грустила за нее. Давайте поговорим в другом месте. Как насчет той полюбившейся путешественницы скамейки? Так. Слышишь ты, собака? Что такое? Что случилось? Вы так сильно рады меня видеть? Всего-то одну ночь не виделись. 実は Ну, вообще-то, не одну ночь. Да? Как странно, неужели я так долго спала? Теперь понятно, почему так голова болит. Слышь. Как ты и говорил, если цкоку-цкоку, значит все будет хорошо, ты был прав. Угу. Открывайте. Цкоку означает поздно-поздно. Ты еще не весь сюжет прошел, так что грустить еще можешь. В смысле? Это Геншин тут играет только ТП на данный момент. Давай сначала поговорим о Дунерзаде. Как хорошо, что она в порядке. Да, после этого, как мы разделились, последний Сабзерус, я пошла за город и увидела то, что описывала путешественница. Среди бесчисленных сновидений я нашла одно, которое истончалось, и это подтвердило мою догадку. Когда Дунерзада больше не смогла выносить, что Акаша собирает ее сны, ее сознание начало рассеиваться и выходить из-под контроля Акаши. Но уцелевший осколок сознания не смог бы продержаться долго, и он вернулся в принадлежащее ему сновидение. そしてそれは Сознание と共に薄れていくの истончилось вместе с миром сновидений. Это продолжалось бы, пока он не исчез окончательно. 私は全力で Я сделала все, чтобы сохранить сновидение, но так и не... 長くは持ちそうに Но なかった так не могло долго продолжаться. Хорошо, что вам удалось выйти из сансары. В последний момент нам все-таки удалось спасти Дунерзаду. Прекрасный результат. だろ
Мгм. И почему вы так довольно улыбаетесь? Я полагала, что в такой волнующий момент нужно плакать. Пожалуй, стоит больше времени уделить наблюдениям за человеческими эмоциями. Можно и улыбаться, и плакать. Все это зависит от человека. Ладно, у вас много вопросов, да? Вы спасли мою почитательницу, и взамен я отвечу на ваши вопросы. Что мне снилось в лесу Овидия? В лесу Овидия было такое благовоние, от которого путешественница потеряла сознание и увидела во сне огромное дерево и красное небо. И ты услышала голос, да? Голос произнес мир и забудет меня. Точно! Как ты знаешь? А мы как раз хотели спросить, какая связь между красным небом и Каэнриах? Путешественница, по-видимому, установила связь с Ирминцулем. Это должно быть послание, оставленное осколками сознания великой властительницы Рукавадаты в Ирминцуле. Или, возможно, ее последнее воспоминание перед смертью. Как вам должно быть известно, великая властительница Рукавадата исчезла после бедствия в Каэнриах. Время совпадает, и ваши подозрения не обоснованы. Это послание великой властительницы Рукавадаты? А мы-то думали, что это от царя Дешрета. Царь Дешрет — архонт, погибший намного раньше. Некоторые жители пустыни до сих пор поклоняются ему. Наверное, от них исходят слухи, что дошли до вас. И это же означает... Это послание... И что же обозначает это послание? Я пока не могу его трактовать. Даже с нынешними возможностями Акаши это невозможно. Сознание великой властительницы Рукавадата, оставшейся в Ирминцуле, как будто было заражено и таит в себе очень опасную ауру. Многие ученые, установившие с ним связь, впали в безумие. Я много раз предупреждал Академию, но люди все равно становились жертвами. Однако я верю, что это ключ к спасению Ирминцуля. Поэтому я не оставляю попыток истолковать послание. Так дерево в видении — это Ирминцуль? Чигнари тоже сказал, что это Ирминцуль заболел. Из-за загрязненного сознания? Но даже ты не знаешь смысла видений, значит, наши поиски были напрасны. Путешественнице удалось соприкоснуться с этим сознанием и не попасть под влияние. Такого я еще не видела. Возможно, вместе мы сможем истолковать. Нет, мы просто обязаны разгадать эту тайну. Я уже исключила все факторы, которые могли повлиять на Ирминцуль, кроме этого. И от этой загадки зависит существование Ирминцуля, существование всего Тейвата. А почему ты выглядишь как Катерина? Скажем так, с помощью Акаши я временно заняла сознание Катерины. Как же так? Бедная Катерина, ты можешь захватывать сознание других людей? Теоретически я могу залезть в голову любого, кто носит терминал Акаши. Акаши — это наследие великой властительницы Рукавадаты, а я лишь малая властительница Кусанали, и первый терминал Акаши — мое сознание связано с Акашей. Я всегда уважала свободную волю моего народа. Поэтому я никогда по-настоящему не занимала их сознание. Когда это необходимо, я просто одалживаю эту бионическую куклу из Снежной. Да, вот. Замочек. Стой! Мы что, только что узнали какую-то глубокую темную тайну? Значит, Катерина... Паймон всегда чувствовала, что с ней что-то не так. А как же твое основное тело? Зачем тебе другие люди? Разве ты не живешь в собственном храме Сурастаны? Это случилось давным-давно, когда великая властительница Рукавадаты исчезла. Мудрецы отыскали меня, только что родившуюся, и привезли обратно в Сумеру. Я тогда была совершенно бессильной крохой. Ради моей безопасности они поместили меня в храм Сурастаны, и больше я о них почти не слышала. Но мне было приятно, что мудрецы жаждали отыскать великую властительницу Рукавадату.
Но мне было понятно, что мудрецы жаждали отыскать великую властительницу Руководату, а не меня, чье существование доказывало, что Руководаты больше нет. Так значит, мудрецы посадили своего нового архонта под домашний арест? Да как они посмели? Нахида, почему ты их не проучила? В чем-то они были правы. Великая властительница Руководата была вездесущей и всемогущей, и даже после ее смерти Акаша все еще дарует силу этому народу. А мне далеко до божества мудрости. Академия искусная в управлении страной, и мое присутствие не имеет большого значения. А мне кажется, ты прекрасный архонт. Да, Нахида, у тебя тоже так много почитателей. Ты же видела на Сабзерузе, так много людей тебя любит. Спасибо за ваши добрые слова. Однако мое сознание соединено с Акашей. Мне не нужна физическая свобода. Спасти Ирминцуль — моя миссия и первостепенное дело. Я не оставлю своих попыток, а еще я буду стараться стать настоящим божеством. Время от времени я буду брать на себя обязанности божества мудрости и просвещать заблудшие души. Этого должно быть достаточно. Расскажи мне о пламе мудрецов из Академии. Академия всегда хорошо правила Сумеру. Первый раз на моей памяти они сбились с пути. Интересно, что же произошло? Почему они решились на такой шаг? Хотя жители города не заметили ничего необычного, но ситуация могла выйти из-под контроля, если бы путешественница не разорвала Сансару Сабзеруза. Я пыталась провести расследование в Акаше, но не нашла ничего подозрительного. Те, кто меня интересовал, не носят терминалы. Думаю, они намеренно что-то скрывают. Паймон вспомнила, что в Ганхарве мудрецы пригласили Тигнари поучаствовать в каком-то проекте. Неужели это было? В общем, мне нужно раскрыть намерения мудрецов и все исправить, а их наказать. Только бы не вызвать подозрения. А люди не заметили проблем с Акашей? Ты о том, что Акаша отнимает сны? Да, столько времени прошло, а никого это не смутило. Дело не в том, что они не замечают. Их это просто не волнует, и причина тому — ложь мудрецов. Ложь? Опа, ну чё? Мудрецы убедили всех, что не способны видеть сны. Мудрецы убедили всех, что неспособность видеть сны является признаком рациональности и мудрости. Не видеть сны — повод для гордости в Сумеру. Даже если правда заключается в том, что их сны пожинает Акаша, так мудрецы могут максимально использовать Акашу для своих исследований. К тому же, когда великая властительница Руководата создавала Акашу, она надеялась использовать все возможности, использовать все ее возможности. Поэтому я никогда не имела против этого серьезных возражений. И вот так точка зрения, провозглашенная мудрецами, заглушила голос сомнений. Сейчас даже те, кто никогда не пользовался терминалом Акаши, считают слишком постыдным и неловким говорить о своих снах. У меня больше нет вопросов. Славно. Надеюсь, мои ответы удовлетворили вас, искатели мудрости. Если честно, поддержание исчезающего сознания Дунерзады исчерпало мои духовные силы. Полагаю, мне нужно немного отдохнуть. Пока нам не нужно беспокоиться о мудрецах. Акаше пока не под силу повторить такой масштабный проект, как с Сансары Сабзеруса. Да, иди спать, а мы тут разберемся. Какое облегчение. Ох, это был самый утомительный мой день в рождении. Путешественница? Паймон, как я здесь оказалась? Вы знаете? Ходила во сне. Ты же знаешь, что нельзя будить бродящего во сне, поэтому мы проходили мимо и решили подождать, пока ты проснешься. Вот оно как. Что ж, надо будет заглянуть к ремонтникам на досуге. Я в порядке, и мне пора обратно. Спасибо вам.
Мы уже так давно в Сумеру, а вот от малой властительской Кусанали самой встречи совсем ничего не услышно. Ну не ждать же нам попусту, давай сходим к Катерине, хоть делом каким займемся. Я хотел вот с ними поговорить. Рафик, корабельный инженер. Вот бы найти способ увеличить размер трюма. Официантка в таверне. С точки зрения здравого смысла, это ведь очень сложно сделать, не повлияв при этом на конструкцию корпуса корабля. По крайней мере, только лишь заменой материалов эту задачу не решить. Но по моим расчетам, если объединить эту каюту с соседней... Хотя, раз уж ты говоришь, что это не поможет, возможно, так и есть. Цишень, а еще говорят, что все жители Лиуэ также хорошо разбираются в кораблях, как и ты. Цишень, а еще говорят, что все же... Кое в чем ты прав. Но не прямо каждый житель Лиуэ разбирается в кораблях. Как-никак, у нас есть представители разных профессий. Понял. Все, ладно, быканул. Тена Рукхаведата. А я что говорю? Рукхадевата. Отстаньте, Рукхадевата. А я как говорю? Подожди. Я Рукхаведата говорю. Отстаньте, засранцы. Так. Сюда нажимаем. А чё? Набор в бригаду 30. Набор в бригаду 30, алло. Мы же сможем стать VIP, не? Ага. Не-не-не. Вот. Тендер уже почти... Нет, стрим идет 2 часа 12 минут. Кирару говорит, айтишник только о своих датах и думает. Каких датах? Что? Мне казалось, или Кирару быканул только что? Задание легенд Нилу. Тигнари. Блин, надо будет попроходить потом. Кирару говорит, конничева. Конничева. Так. Можем крутануть. Сейчас мы сходим. Вот сюда. К нашей родной Катерине. Кровушке. Криптонокс говорит, чего? Чего? Па-па-пам. Смерч говорит, здорово, Тенра, как дела? Привет. У меня... я же не тратил смолу, ё-моё. Смерч говорит, как жизнь и настроение? Все нормально. Как твои? К звездам и к безднам. Добро пожаловать в гильдию искателей приключений. Гильдия благодарит тебя за выполненное поручение. Вот твоя награда. Спасибо, Катерина. Кирару говорит, 5 лямов мары ты ее не тратишь. Нет, я ее постоянно Смерч пополняю. говорит, у меня норм. И это хорошо. Так, что мы делаем? Давайте я сейчас быстренько. Сегодня воскресенье. Ладно, давайте... Окей говорит, а чат говорит. Давайте Криптонокс сделаем говорит, так. я максимум кусь написал, и потом молча наблюдал кусь. Кусь. Давайте сделаем так. На этом стримчик сейчас я завершу, но мы устроим еще один стримчик. Я схожу в бездну, схожу в театр, и мы заколопимся, чтобы слить смолу, выбить нужные плюшки, потому что сегодня воскресенье. Мы можем прокачать... тебя, например. Да, вот это все. Горение намечается? Какое горение? Подожди, почему горение? Чего ты так решил? Все сны когда-то рассеиваются. Вырвитесь из сансары Сабзеруса.
100 свежих роз приносят утро. Завершите 100 свежих роз приносит утро. Что-то я такого не помню. Ну, допустим. Вот. У нас, кстати, уже это почти 56-й. Как? 55-й ранг, он был по времени как будто бы как все ранги до него. Как вы апаете 60-й, я вообще не понимаю. Попа боль в бездне, потому что будет. Так я не буду уже проходить, я пройду сколько пройдется и все, я не буду париться. На второй стрим не попаду. Ну, беда получается. Так, скажите, пожалуйста, кто-нибудь сейчас из зрителей есть вот в этом Джилтушек списке? говорит, я недавно 58 апнул. Парсифаль, Кирару говорит, Михко. мне еще Михуко. половина до 60 ранга, улыбающееся лицо со слезой. Ну, F тебе. Джилтошек говорит, Алекс Кросс, Фазблу Смилинг. окей. И Типи Фнехор. окей говорит, меня нет что ли? Кто есть в этом списке? Это запросы в друзья. Просто они висят. Сейчас, если вы не откликнетесь, я всех покикаю нафиг. Вот. Просто, чтобы я понимал, что это просто не рандомы, которые закинули, а это... Кирару говорит, ха-ха-ха, опять пополняешь друзей. Да я не Типи окей пополняю. говорит. А я тебе кидал вроде. Я не Типио как знаю. говорит, или нет? Не знаю. Я скоро проведу инвентаризацию. Вот тут вот. Потому что столько Кирару людей, говорит, а они их как было будто бы- 20, когда уже 70 стало. Ну, стримчики идут, время идет. Короче, никого нету, да? Я тогда всех кикаю. Йипли говорит, мы что для тебя инвентарь? Осуждаю. В смысле? Эндрюс говорит, опа, у тебя люди в друз. Яхе месяц не заходит. Угу. Ну да. Шел я нахрен. Так, руководство по май... Ой, у меня же еще есть. Ну, не то чтобы это что-то изменило. Меч небесного всадника. Кирару говорит, Срайден начал, и Краден пришел. Да. Криптонокс Так, говорит, вроде ой, бы я описание всё, не да? поменял. Щас телефона зайду поменяю. Карлайф описание? говорит, еще бы 20 гемов. Еще бы 20 гемов, да, но нету. Мы сделаем это позже. Будет еще стримчик по Геншину. Там мы сходим, добудем нужные ресурсы, пообщаемся. Возможно, я включу суммаризацию в виде Пайман. Посмотрим. Вот. Но на этом стримчик заканчивается. В принципе, привет и пока, Ривичка. Было очень продуктивно, очень долго. Я не рассчитывал, что мы один квест на один квест убьем целый стрим-то, еще и до этого стримы были. Вот. Но мне пока что сюжетка Сумеру, вообще город Сумеру, атмосфера, люди, вообще вот нравится просто все, что есть в Сумеру. Прям супер классно, я в восторге. Пайман в озвучке это будет легендарно. Ну, она не будет звучать как Пайман, но у нее будет вот этот, у нас же сейчас сидит быдло-упорчик, а будет Пайман. И она будет озвучивать. Вот, поэтому мне очень понравилось, я очень рад. Стало больше мотивации и желания заходить в Геншин, потому что у меня немножко в последнее время уже перегорало, я такой думаю, блин, что-то как-то не хочется мне прям в Геншин, а сейчас опять хочется. Ладно, да, кстати, Ким Менде, большое спасибо за лайки, 17 тысяч лайков. Я вот здесь не вижу еще я вот здесь полностью не вижу, сейчас, секунду. Нет, не могу увидеть, к сожалению. 12 тысяч лайков, спасибо. Спасибо всем большое за лайки. 65 тысяч лайков в сумме натапали. Всем огромное спасибо. Вот, но, ладно, все. На этом стримчик заканчивается. Всем спасибо, всем пока. И как всегда на прощание, нарары. Все, ухожу. Под звуки манштатской музыки я ухожу от вас. Зера, привет и пока. Так, YouTube, Twitch и Трова. Вам отдельное пока-пока.